Так, присоединяйтесь пока. Я пока тему напишу. Тема у нас сегодня сахарная флористика, а именно быстрая бюджетная роза. Так, все, прикрепила. Всем привет! Рада вас видеть сегодня. Так, давайте уже начнем. Уже 50 человек есть. Я Ольга Блинова. Если кто еще не знает, здравствуйте. Ольга Блинова, арт-кондитер, кондитер-декоратор, член корпорации Cake Artist World. Сегодня я хочу показать вам сахарную флористику немножечко, а именно розу, которую можно сделать очень быстро. Почему именно ее? Вообще я специализируюсь на сложных тортах, на сложных фигурках на сложных каркасах. Если вы были в моем профиле, можно это все увидеть. Антигравити торты, 3D торты сложные. Вот, и шоу-торты. И как раз вот когда мы касаемся темы шоу-тортов, а именно это большие, например, свадебные торты, иногда там нужно очень много сделать цветов. И вот такой вот именно способ лепки розы помогает. Звук отстает. Так, напишите, пожалуйста, как звук, как видео. Может быть, переподключиться лучше? Жду ваши сообщения. У кого как со звуком и с видео. Пишите, жду. Так, все хорошо, все отлично, все хорошо. Ну, значит, если у кого-то что-то плохо, значит, смотрите ваше интернет-соединение. Все хорошо, видео тоже. Что, видео тоже плохо или хорошо? Все хорошо, в основном у всех все хорошо, все классно. Тогда давайте я камеру переключаю и будем уже начинать именно переходить. Все норм, все отлично. Все, давайте переключаю тогда камеру. Так, сейчас немножечко потерпите, настроим. Так. Так, чтобы сделать розу, я вот использую быстрые, когда нужна роза, вот такие вот пятилистники. Они бывают, ну, здесь вот как бы пластиком закрыто, бывают они просто прорези такие, да? Так, для начала нам нужно сделать основу. Я не люблю, когда в цветы этот пенопласт толкают, да, вот всякие. Я делаю всегда вот такие вот капельки основы. Проволока номер 18. Разрезаете на ту длину, которая вам нужна для розы. Ну, в основном либо напополам, либо вот у меня на 3 части я разрезала. И теперь круглогубцами разрезаю кусачками, ничего необычного. Нам надо сделать петельку. Беру проволоку, вот на этот палец опираю сюда. Посмотрите, как я беру круглогубцы. Вот взяла их и вот так руку повернула. И захватываю вот так. Не вот так,
руку разворачиваем. И в зависимости от того, какая нам нужна петелька, если нам нужна маленькая, то берем ближе к концу круглогубцев. Если нам нужна большая, то берем здесь, значит, с этой, ну, то есть видите, да, что толстые они здесь более такие. Зажимаем и поворачиваем. Далее, вот она свернулась, видите, неровно. Нам нужно ее вывернуть ровно. Также круглогубцами выравниваю. И немножечко назад отодвигаю. Если вот здесь вот у вас, вот здесь вот идет такой разрыв, то еще чуть-чуть возьмите и в эту сторону чуть-чуть подтяните петельку. Здесь ничего не должно быть. Вот таким образом вот получается вот такая петелька. Дальше беру кусочек мастики. Какого размера нужно взять мастику? Так. Смотрите по вашей вырубке. Вот эти вот лепесточки пойдут у нас вовнутрь бутона. Эти будут снаружи. Сам бутончик, вот эту капельку, мы будем делать по размеру, ну, внутренней, конечно же, вырубки. Катаем кругляшок. Кладем руки вот так домиком. И прокатав немножечко, совсем чуть-чуть, вот этими только стороной ладони тру, получается вот такой вот конус. Чтобы понять, подходит он нам или нет, просто прикладываем. Смотрите, то есть вот так вот у нас будет конус стоять, да? Соответственно, нам нужно понять, будет закрывать у нас лепесток этот конус или нет. Конус меньше, вот он как раз идет вот до этой части. Как раз хорошо все будет закрывать. Если он у вас доходит вот до сюда, это он будет уже сильно большой. И, ну, то есть вам вот эти лепесточки будут маловаты для него. Сделали вот такой конус. Берем нашу проволоку. Я ее в пищевой клей окунаю. Или в воду можно окунуть. Окунула и вытерла. Лишняя влага у меня остается на пальце. Сверху втыкаю. Все, довожу где-то вот до, примерно вот до этой части внутри проволока у меня будет. Немножко еще подкатаю, подправлю конус. Такие конусы лучше сделать заранее. У меня мастика это принцесса. Здесь немножко тоже подмять. Все, получается вот такой конус. Ему немножечко нужно время, чтобы схватиться. Я вот вчера сделала конус. Вот он уже. Это из принцессы. Буду работать с ним. Лучше хотя бы за ночь сделать. Можете наделать их далеко заранее, например. С ними ничего не случится. Наделать и убрать в пакетик. Пока все понятно? Напишите, пожалуйста. Дальше, если делаем не чисто белую розу, а, например, серединка пусть у нас будет там немножко розовая или кремовая. Вот я взяла слегка окрашенную розовую мастику. Если все понятно, да, вы просто сердечки можете поставить. Разминаю и раскатываю ее.
Так. Раскатываю скалкой. Чтобы мастика не прилипала, можно слегка припудрить кукурузным крахмалом. Если вдруг она прилипла, можно помочь себе мастихином. Вот таким образом. Сейчас попозже чуть-чуть покажу, как им работать. А здесь главное раскатать очень тонко мастику. Вот она, когда тонко очень раскатывается, она прилипает. И чтобы ее не порвать, можно воспользоваться мастихином. Раскатываю ее очень тонко. Вплоть до того, чтобы был виден коврик. Вот таких внутренних частей нужно будет 2. Хорошо вырезаю, чтобы очень хорошо все отошло. Вот такой вот нам нужно будет белый мастики сделать, тоже 2. Так, одну секундочку, сейчас принесу коврик. Коврик для цветов кладем заготовки наши и прокатываем все лепестки. Прокатываю тоже скалкой. У меня скалка вот такая цветочная. Она достаточно тяжелая, она не должна быть легкой. И с таким вот краем закругленным. Если такой скалки нет, можете прокатать просто шарик, допустим, взять, стек-шарик. Прокатываем вот в этих местах мы не катаем, истончаем лепестки только по краям. Причем при этом кладем наш стек-шарик и либо вот скалку на коврик, и половина на коврик, а половина на лепесточек. И прокатываем. Сильно смотрите, чтобы они у вас не завивались. Шарик должен быть большой. Если возьмете маленький шарик, они у вас будут совсем кучерявыми. И затем вот эти все кучерявости убираем. Это обязательно. Со второй проделаем то же самое. Напишите пока, с каких вы городов.
Как давно вы в кондитерке? Дальше беру я конус, который высохший уже. Смазываю клеем и убираю излишки клея обязательно на руку. Дальше. Смазываю первую часть по центру. Один лепесток, который будет накладываться первым, смазываю полностью, а другие смазываю по краям, вот до того момента, где мы начинали с вами, ну вот, то есть где они вот соприкасаются, да? Так, Кишинев видела, начинающий кондитер. Быстро мелькает, не успеваю даже читать. Так, у меня в коврике есть вот такие дырочки. Очень удобно работать именно с такими. Если у вас нет, можно, конечно, проткнуть и обычный коврик, но лучше, конечно, так не делать, иначе он у вас придет в негодность. Что еще можно сделать? Я ставлю это все дело на кружку. То есть у нас получается вот таким образом. Проволока в кружке. Так, Карпинск любитель. Ну, это замечательно. Так, теперь первый лепесток берем, который мы весь смазывали. Так, где он? Вот он. От себя вот так ставим. Вот этот лепесточек. И прикладываем. Так, надо, чтобы вам было видно. Секундочку. Вот таким образом. Приложили. Теперь здесь нам нужно закрутить первую спиральку, да, так сказать. Здесь даже можно, если что, оторвать этот лепесточек. Так, следующий берем через один, можно даже через два. Выравниваем лепесточек по центру. С этой стороны очень хорошо загибаем, и с этой стороны тоже загибаем, прямо вот, чтобы они сошлись. Так, следующий поворачиваем от себя. Также этот уже можно сильно не натягивать. С одной стороны, с левой я прижимаю прям сильно, с правой я сильно лепесточек уже не прижимаю. То есть старайтесь, если вы с одной стороны, либо с левой, либо с правой прижимаете, со второй стороны уже старайтесь не прижимать его сильно. Ну, то есть со всеми лепестками делать одинаково. Следующий. Также смазываем. Смазываем просто центр и вот здесь по краям. Так. Теперь нам нужно на пересечении начать
Вот здесь у нас, видите, пересечение лепестков, поэтому я сюда этот лепесток прикладываю серединкой. Левый край загибаю хорошо, правый оставляю. Если оторвется у вас он, ничего страшного. Снизу у нас еще все закроется. Так, серединку мы сделали. Теперь нам нужно еще 2 заготовки такие же сделать. Побольше, да? И из белой мастики. Стеком, либо деревянной шпажкой раскрываем лепестки немножко. Вот как маленькая розочка, она уже подойдет. Это всего 2 заготовки. Так, теперь берем белую мастику. Здравствуйте, присоединяйтесь, еще даже присоединяются у нас люди. Белую мастику раскатываем. Так же, как сделать пищевой клей, я вчера выложила в своем профиле видео Reels. Мастику можно использовать сахарную для цветов, цветочную мастику, самодельную, любую. Принцип тот же. Я делаю, если мне нужно быстрые цветы вот такие, я делаю из принцессы. Сейчас это именно она. Просто потому, что она очень хорошо держит форму, быстро. И хорошо раскатывается. Очень тоненько раскатывается, при этом не рвется. Можно также делать и из визьена, из топ-декора. Они более хрупкие будут, при этом они форму особо, когда вот в работе, то есть вот вы видите, что в работе я их как поставила, так вот он и держится. Я его даже вот так отогнуть могу. И с другой мастики, например, Визьен Топ Декор, он будет вот так падать. Это будет очень неудобно, конечно, в работе. Так, вопросы какие-то есть у вас? Пишите. Пока я тут раскатываю. Раскатать нужно тонко, если вы хотите, чтобы лепесточек выглядел как живой, надо раскатывать тонко. Вот сейчас мы сделаем еще 2 заготовки, получается, с лепестками побольше. Конечно, когда вам нужно большое количество цветов, это все можно не по 2 заготовки, а там поскольку по 5 сразу вырезать и делать. Сейчас у нас такие торты, что нужно уметь делать все. Сахарная флористика тоже очень спасает. Вот хотя бы в таком быстром применении.
Так, беру большую и также вырезаю. Когда я прорезаю, я стараюсь очень хорошо обрезать. Бывают, смотрите, вырубки бывают некачественные и очень плохо прорезают они. Остаются бахрома. Вот здесь вот на лепестках. Этого не должно быть, конечно. Это нужно все будет обрезать тогда. Еще дополнительно затраты временные. Так, ну вот нам две понадобится. Две заготовки. Готово. Также беру как ручку и провожу по краю. Важно, чтобы вы проводили именно по самому краю. Вот здесь половина, то есть идет по мату, и половина шарика на мастике. Иначе у вас будут борозды, которые абсолютно не нужны. Так, теперь смазываем. Эту заготовку я также смажу по центру и по краям лепестков немножко. Так, и ставлю розу также, чтобы вот в эти промежутки между лепестками были у меня закрыты. Так, ставлю пока. Ставлю сначала все лепестки. И сейчас буду их поправлять. Слегка отгибаю края и придаю форму. Тут тоже сильно особо не нужно. В принципе, вот такая розочка уже, мини-розочка уже готова. То есть это уже 3 заготовки. Вполне достаточно, чтобы была уже такая полноценная роза. Лепестки из сахарной мастики, да. Я раньше говорила, из какой мастики я леплю. Пересмотрите эфир. Эту заготовку буду смазывать по центру. И вот здесь тоже такие по центру кругляшками. И давайте посмотрим, как получится теперь. Также поднимаю все лепестки, прижимаю через 1 или через 2. Так, переворачиваю розу. И теперь также лепесточки начинаю отгибать.
Можно сделать это на этапе раскатки, эти лепесточки подогнуть зубочисткой или шпажкой деревянной. Так. Пока мастика еще сильно мягкая, она, конечно, будет падать. Теперь розочку нужно вот так положить, перевернуть, вернее, кверху. Кверху проволочкой и воткнуть либо в пенопласт, либо вот так вот повешать на что-то. Или вот так в пенопласт можно воткнуть. Пока она чуть-чуть подсыхает, сделаем с вами чашелистик. Для этого слегка окрашенную в зеленый цвет мастику. Для чашелистика у меня есть вот такая вырубка. Вырубки тоже эти бывают разные, бывают по одному лепестку, вот такому. Это когда уже нужно реалистичную розу сделать. Но у нас с вами быстрая. Иногда даже вот на шоу-торты, на большие вот эти чашелистики их не делают, потому что там очень большое количество цветов, и их в принципе и не видно даже, и не нужно. На некоторых, например, можно сделать, которые будут видны, смотря какой, в общем, у вас будет торт. Так, тут сильно тонко вырезать не нужно. Вырезали, берем скальпель и теперь делаем такие насечки. Так, на каждом чашелистике сделали. Теперь нам их нужно истончить тоже. Что-то тут не очень получилось. Кладем на мат. И вот таким стеком дрезденская палочка проводим от центра чашелистика здесь вот к краям. И теперь от края проводим обратно, в общем, к центру. И таким образом слегка закругляем.
Я сильно не давлю. Теперь небольшую капельку катаю, чуть-чуть клея, насаживаю сюда капельку. Это как плодоножка наша, да? Как она у розы называется. И теперь переворачиваю, смазываю клеем. И теперь места стыков лепестков я закрываю вот этими чашелистиками. Понятно, да, это? Все понятно вам? Теперь здесь аккуратно приглаживаю, чтобы не было таких вот у нас неаккуратностей. В общем, делаем все аккуратно. Где-то руками приглаживаем, где-то стеком. Если вы делаете какие-то букеты, то тогда их нужно приклеивать прямо, ну вот плотненько, иначе они все обломаются у вас все равно. Поэтому вот где большие каскады цветов, где на тортах, на шоу-тортах, их можно и не делать. Основа розы у нас готова. Теперь переходим к тонированию. Вот она буквально, сколько я этот чашелистик делала, несколько минут. И она, в принципе, уже все стоит как надо. Но если вы лепите, допустим, из топ-декора или из Визьена, они очень мягкие, и им нужно дольше. Во-первых, неудобно с ними, потому что они дольше застывают. Во-вторых, если чуть время пройдет больше, чем нужно, и там чем-то заняты были, тогда они начинают трескаться. Так, переходим к окрашиванию. Раз у нас розовая, возьму, можно розовый, какой краситель есть Dusty Pink, это, господи, как она называется, забыла. И зеленый возьмем. Так, бургундия тоже пригодится. Окрашивать здесь слегка, поскольку у нас роза немного, не насыщенный цвет, да, допустим, скажем так. Сильно много красителя тут и не понадобится. Вот этого даже много будет. У розы в середине более насыщенные цвета, а с краев они
такие менее насыщенные. Поэтому начинаем с середины красить. По краешкам. Так, сейчас, возможно, фокус будет теряться. Я наношу от краев к лепестку. Вот таким образом. Ну, конечно, нужно, чтобы цветочек немножко постоял, потому что, видите, лепестки еще совсем мягкие, и они идут за кистью. Чуть-чуть, чтобы постоял окреп, и потом уже окрашивать. Здесь главное не переборщить. Не переборщить с красителем. Здесь можно, кстати, в серединке прям сильно-сильно. Вот так. Если вам нужно еще листья, допустим, к ней сделать, тогда берем проволока 26-24, в зависимости, ну, в основном 26, если листья маленькие, если листья прям сильно большие. Так, что-то как-то тормозит. Скажите, напишите, пожалуйста, видео, связь как, видео и звук. Время еще не вышло, возможно, перегрелся телефон у меня. Все, по кончикам прошлись. Переходим к чашелистику. Так. Красители сухие любые можете брать. У меня цветочная пыльца красители. Также подойдут жирорастворимые, любые жирорастворимые. Водорастворимые не подойдут, они будут давать грязь. Поэтому так. Кисти берем синтетические, потому что мы работаем с пищевыми продуктами. Так, я бы здесь еще взяла немного более темный краситель, зеленый. Так, сейчас и смешала. Допустим, Moss Green. Вот такой взяла. Такая прям, вот этот краситель, он для весенней зелени. Такие прям молодые листочки. Розы все-таки они потемнее. Даже у молодой. Я крашу от вот плодоножки, да, от стебля к кончикам, так скажем. Так, и теперь вот этот цвет бургундия, я возьму его совсем немножко и нанесу на кончики, на самые. На самые кончики. Тут, конечно, аккуратно, но это я вам показываю уже такие доработки.
Если мы делаем листья, так, листик, листик нужно делать, нет? Напишите, пожалуйста. Если нужно, тогда мне нужно сходить за проволочкой. Вот такая роза, в принципе, уже и получилась у нас. Все. Конечно, когда вы делаете сразу несколько заготовок, у вас готово много конусов, этот процесс идет еще быстрее. И тем более, если вам нужно без чашелистиков, без этих делать. Да, листик делаем, да? Эфир обязательно сохраню. Так, сейчас я тогда быстро за проволочкой схожу. Не принесла проволоку для листика. Секундочку. Так, сейчас будем делать листик. Беру ту же мастику, окрашенную в зеленый цвет, в бледно-зеленый, потому что мы его еще будем также тонировать. Листья очень удобно тонировать из аэрографа. Катаю такую колбаску. Обязательно мастику разминаем. Проволоку выравниваю. Сжимаю и сверху вставляю. Вот она вышла. Прижимаю. Обязательно нужно прикрахмалить. И раскатываю. Здесь уже нужно аккуратно, чтобы проволочка у вас не вылезла. Здесь вот, здесь пусть толстенько остается, вот здесь вот нужно раскатать нам. Раскатали. Вырезать можно любыми. У меня вот такая вырубка есть. Стоит такая вырубка не очень дорого. Она с двух сторон, с одного края ровная, с этого края вот как раз для розы. Давайте какой-нибудь выберем такой размер. Можете вырезать вообще от руки просто без вот этих вот зазубрин. Все это лишнее убираем. Листик получился. Вот это я тоже убираю сразу. Это нам пока не нужно. Обязательно все листики нужно также прокатывать. Многие забывают об этом. Прокатываем по центру. В смысле не по центру, а от основания листика. Так же, как и розу. Половину шарика вашего ставите на коврик, половину сюда. И прокатываем. Дальше можете взять любой вайнер.
У меня вот есть вот такой вот вайнер. Это очень хороший вайнер. Дорогой, ну, не знаю, сейчас такие продают или нет. Есть очень хорошие вайнеры у девчонок. Если нужно, дам контакты. Пишите в личных сообщениях, порекомендую. Так. И получается вот такой листик. Нам остается только его немножечко подкорректировать здесь. Вот так вот можно загнуть краешки. В общем, вот такой листик получается. Сейчас его сразу с вами оттонируем и прикрепим к розе. Конечно, у розы так, сколько там, 5, да, 3, 5 вот таких лепестков. Причем идут сначала большой. Сейчас я покажу вот на таких вот. Вот, допустим, большой. И потом поменьше. Вот так вот идут. Интересно. Обычно как бы первые листики маленькие на деревьях, да, а здесь наоборот. Здесь берем темный. Но, конечно, нужно, чтобы он подсох. Очень тяжело сейчас работать, можно его поранить. Ну, я сейчас вот так немножечко оттонирую, чтобы вам показать текстуру, да, листика. С этой стороны можно его, у розы с обратной стороны листья, они такие белесые. Здесь можно его даже не тонировать. Я сейчас вам, вот, чтобы текстуру показать. Вайнеры берите хорошие всегда. На Алиэкспрессе они не хорошие. Бывает, что они не совпадают, и тогда прорезают мастику прямо. Получаются дырки. Таким вот образом. Конечно, нужно побольше зеленого. Так, задавайте свои вопросы, пока есть время, а то скоро уже эфир закончится. Осталось минут, наверное, 5 или 10. Так, вырубки вот эти, вот, если вы вот про такие вырубки спрашиваете, да, тоже напишите в директ, я вам напишу, в каком магазине я эти покупала вырубки. Но вот эти я не помню, если честно, где я их брала, очень давно. Заказывала на Алиэкспрессе недавно с такими, ну, без вот пластика, без такого. Пришли очень плохие. То есть тут уже не угадаешь, получается. Мне не понравились, какие пришли. Так, теперь цветом бургундия наношу по краю. Нанесла. Если у вас на листике какие-то дырочки даже получились, когда вот вы раскатывали мастику, например, и у вас это даже очень хорошо, оно смотрится наоборот как натуральное. Так, теперь берем тейп-ленту. У меня тейп-лента вот такая узкая. Бывает тейп-лента широкая, в основном вы можете ее найти широкую, да, такую. Если у вас такая широкая, лучше ее разрезать. Показать, как разрезать нужно? Напишите, пожалуйста.
чтобы она была вот такой вот тоненькой. Чтобы она была клейкая, ее нужно просто вот так вот растянуть. Она растягивается, появляется клеевой, клей выделяется. Если лента старая, то будет плохое качество, в общем, у ленты, и она может и не прилипать. Но вообще от тепла рук, и когда вот так растягиваешь, лента становится клейкой. Вот здесь немножко намотала и пододвинула. Теперь под наклоном держу, опускаюсь вниз. Листик, чтобы нам... Ну, естественно, у вас это будет не один листик, а 3. Минимум, как минимум, да, такая веточка из 3 листиков. Примотали. Вот здесь вот никаких скруток не надо делать. Не делаем никаких скруток. Вот здесь вот я один моток сделала и подтянула. Все, опускаемся ниже. Таким вот образом заматываем. Это лишнее можно убрать. Заканчиваю я. Сначала дошла до низа, потом повернулась, пошла чуть-чуть наверх. Оборвала. Просто оборвала ленту. Все. Все. Таким образом у нас получилась вот такая роза. Так, вопросы есть у вас? Как вам розочка? Напишите. Все ли понятно? Если лепите из такой же мастики, смотрите, обращайте внимание на температуру в помещении. Если температура высокая, у вас никакая мастика не будет держаться и стоять. Я сейчас окно закрыла, и она у меня начала сразу от жары. У нас очень жарко. Лепестки стали мягкими. В принципе, даже если вот они вот так отходят, очень красиво. Спасибо. Шикарная, супер. Спасибо большое. Шикарная роза, все понятно, но как это оценивать, сколько у вас это стоит? У меня, если без чашелистиков, без листиков, просто вот такая маленькая роза, она может быть из 3 вот таких заготовок, да, допустим, даже одинаковых заготовок, от 150 рублей. Даже, наверное, из 2 заготовок 150 рублей, которые, ну, вот такая уже рублей 300. 350. Если листиков 3, там 5, то это уже будет 350 рублей стоить одна. 3 листика, в принципе, я могу, ну вот за час вот такую сделать 350-400 рублей. Нужно ли чем-то обрабатывать стебли при установке? Поскольку она уже обработана тейп-лентой, вообще сейчас продаются конусы для цветов. Вот есть такие в кондитерских магазинах, посмотрите, пластиковые такие конусы, они из пищевого пластика получается. И цветы, когда устанавливаются, например, если у вас это букет, ну, то есть цветы подразумеваются в одном месте на торте, не по всему торту, не там каскадом, да, а вот в одном месте, то они собираются все сначала в букет, и потом ставится вот этот конус и вставляется торт. Это по правилам европейским.
На выставках это тоже также должно быть. Если у вас торт оформлен цветами, то должны вот в такие вот конусы ставиться. Здесь у нас вы можете обернуть пищевой пленкой при желании. Только обертывать нужно очень хорошо, чтобы эта пленка не свалилась, не съехала, да. Фольгу я не люблю, потому что фольга рвется и фольга остается, то есть она может прямо мелкий кусочек попасть, не дай бог. Вот, а так, в принципе, даже если вы без вот эти вот проволоки все, они в бумажной оплетке. Если вы листики вам не нужны, тогда вы вообще, в принципе, вот этой тейп-лентой здесь ничего не обертываете, просто ставите в торт. Обмакнуть также можно в кондитерскую глазурь или в шоколад. Вот обмакнули и все, дали высохнуть. Также, как вариант, вместо пленки. Конусы, такие трубочки небольшие, пластиковые. Они продаются по несколько штук в наборе. Ну, даже у нас в магазине я видела, поэтому в интернете можно поискать. Ну вот, в принципе, вот за час мы с вами вот такую розу сделали. Делайте сами также по моему уроку, отмечайте меня. Можете сделать несколько роз разного цвета, разных оттенков. Какие вам нужны листики, конечно, не один, а по 3 или по 5, да, с полноценной веточкой. Сейчас, если кто-то посмотрел в сторис, я разместила 2 сторис. Сейчас как раз идет акция у нас на сайте, минус 25% по промокоду интенсив на все уроки. Так что это будет до 1 ноября. Осталось совсем немножечко времени. Если кто-то заинтересовался именно лепкой, есть мастер-классы по лепке. Там уже мышонок у меня на веточке сидит. Это такой каркас. Ну, там не совсем сложный, не скажу, что там прям сложный каркас, но уже идет каркас. Это не очень простая фигурка. И есть мастер-класс по антигравити торту. В принципе, дешевый. Еще и скидка на него 25% сейчас. Вырубку цветка посмотрите в любых магазинах, которые кондитерские магазины сейчас очень много. На Алиэкспрессе тоже можете посмотреть пятилистник, да, для розы. Вырубка для розы, пятилистник. Также я хотела же вам показать. Вот у меня есть вот такие вырубки. Да? Если вам нужно большую розу сделать, такую большую, можно дополнительные лепестки еще сделать на проволочках, на отдельных, вот такими вырубками. Да? Вырубки, капельки, они вот у меня пластиковые, есть еще металлические. Каждый лепесточек прокатываем в вайнере. Вайнер тоже должен быть очень хороший. На этом не экономьте, пожалуйста. Видите, вот он, у него какие прожилочки. И сюда добавляем. Вот в этот раз я никаких прожилок не делала. Можно также каждый по отдельности вот этот лепесточек вот здесь вот прокатать. Да? И тогда вот здесь у нас тоже были прожилки. Но это плюс еще время. А так вот, и потом, вот когда сделать еще круг 7 лепестков вот таких больших, вот сюда поставить, это будет уже роза еще больше. Она будет где-то вот такого, наверное, диаметра.
Естественно, такая роза уже будет подороже. Ну, рублей, наверное, 500. Вот. Так что мой профиль Ольга Блинова, Ольга, нижнее подчеркивание, Блинова, нижнее подчеркивание, кейк-артист. Подписывайтесь, заходите. У меня очень много мастер-классов и бесплатных каких-то. Ну, не мастер-классов, там, конечно, видео бесплатных. С лайфхаками, с какими-то такими нужными, интересными. На странице и на сайте. На сайте также есть и бесплатные рецепты, и бесплатные видео рецепты. Также буду дополнять сайт. Вот в планах буквально на днях, наверное, добавлю еще один рецепт туда. Так что присоединяйтесь ко мне. По антигравити тортам, если кого-то интересуют именно торты сложные, на сложных конструкциях, интересные торты. Сложными они только так называются. Пока вы их, когда научитесь, если их делать, они оказываются совершенно несложными. И в планах сейчас будет у меня предзапись на антигравити торт Тигр. Если вы видели его в ленте у меня, вот как раз следующий год у нас планируется год Тигра. Начало будет обучение 1 декабря. В скором времени выставлю набор на предзапись по этому торту. Мастику я уже говорила. Это мастика принцесса у меня. Но я ее выбрала именно для... Так, сейчас ник не написала, да, сейчас напишу. Именно поэтому выбрала, потому что она с какао-маслом. Так, секундочку. И она поэтому подходит для быстрой лепки. Мне нужно телефон тогда взять в руки. Так. Мой ник Ольга Блинова, кейк-артист. Я под постом, под эфиром, да, обязательно напишу. Так, вот. Прикрепить. Прикрепила. Так, вопросы. Красивая розочка. Листик снизу не надо тонировать. Снизу у розы листик, он такой белесый. И его можно не тонировать. Смотря какой вы делаете цветок. Вот у розы тонировать не буду, потому что, ну вот видите, он должен как бы отличаться. Это специально. Есть листики, у которых окрашивается и снизу, и сверху. Листики разные бывают, так же, как и цветочки бывают разные. Так, ответила на вопрос. Есть еще у вас вопросы? По мастер-классам, по моим курсам пишите мне в директ, если вас что-то заинтересовало. Посмотрите сейчас сторис в этом аккаунте Карамио. Я там написала промокод, скидку и что надо сделать для того, чтобы получить ссылочку на эти мастер-классы. Благодарю. Да, пожалуйста, задавайте еще вопросы, если есть.
пока еще эфир не выключился. Так, ну если вопросов больше нет, спасибо, пожалуйста. Давайте тогда буду завершать эфир, чтобы не занимать время. Делайте розочку такую. Класс, очень красивая, спасибо. Пожалуйста, я очень рада, что вам понравилось. Самое главное, что ее очень быстро делать так. Вот. Размер формочек какой? Сейчас скажу. Так, вот у нас линейка. Я думаю, видно, да, вам? Где-то маленькая получается 9, 8, ну почти 9 диаметр. А это у нас 10,5. Ну, скажем так, 8,5 и 10,5. Вот. И розочка у нас получается, ну, вот такой вот размерчик у нее, где-то 6, 7 даже, такой диаметр, 7 сантиметров. Хороший размер. Вот. Не очень крупный, но и не очень мелкий. Бывает, когда нужно помельче, конечно. Бывает торты, потому что бывают и маленькими, и большими. Ну, я думаю, все, будем завершать эфир. Спасибо большое всем, кто пришел. Очень надеюсь, что вам эта розочка понравилась, и мастер-класс понравился, и вы сделаете, отработаете что-то. Недавно буквально я поднимала вопрос такой в своем, в сторис своего инстаграм-аккаунта. Отрабатываете ли вы мастер-классы, которые, либо рецепты, которые вы покупаете, либо ходите на бесплатные, да, которые. Обязательно их нужно отрабатывать, потому что иначе это просто выброс времени вашего и ваших денег. Поэтому купили или там вот посмотрели сейчас, например, мастер-класс, обязательно его отработайте. В ближайшее время желательно, потому что потом все забывается и уже как-то не так. Получается, что время прошло зря. Ну все. Вам спасибо, что пришли. И всего доброго. Пишите в мой инстаграм, если кому-то что-то понравилось, что-то по мастер-классам, какие-то вопросы есть. И по вайнерам, вырубкам тоже отвечу. Все, всем пока, всем всего доброго.